Я прям как в первый раз. Друзья, всем привет! Сегодня у нас новогодний выпуск, и сегодня я не одна. У меня в гостях моя дорогая любимая подруга, которая сейчас находится, к сожалению, далеко от меня. Но благодаря современным технологиям мы можем вместе готовить салатики на Новый год. Оля, привет! Привет, привет! Спасибо тебе большое, что ты присоединилась сегодня к такому уютному видео в формате готовки. Спасибо за приглашение. Какой у тебя сегодня салат? У меня сегодня будет оливье. Я нашла этот рецепт. Короче, оливье, только немного не совсем классический. А у тебя? У меня мимоза. Классическая мимоза. Делают в России. У вас есть в Австралии мимоза? Никогда не слышала, но точно знаю, что на всяких русскоговорящих сборищах делают все наши салаты. Дорогие, любимые. Шуба, оливье, зимний. Ну, в том числе и мимоза, наверное. А расскажи, что входит туда, какие ингредиенты? Входит картошка вареная, отварная, морковь, лук, сыр, рыбка. Рыбка консервированная, можно горбуша, сайра, кто что предпочитает. И яички. Вот, майонез, соответственно, и соль. Салат простой в изготовлении, достаточно быстрый, и это его огромное преимущество, с учетом, сама знаешь, какие традиции в России, что готовить нужно очень много, очень сытно, и желательно дня на 2-3. Несколько салатов, пока все настрогаешь. Да. Так, а я сейчас смотрю ингредиенты в свой салат. Давай. Значит, морковь. Я, пожалуй, начну. Да, давай. Я буду готовить оливье. Ну, получается, я его назову оливье по-австралийски, хотя салат я сперла у русской блогерши. Вместо картошки авокадо, а вместо колбасы будет лосось. Вот у меня тут лосось. А получается, все остальное то же самое. Морковь, яйцо, огурец, маринованный огурец, горошек зеленый, ну и заправка. Ладно, до заправки потом дойдем. В общем, я предлагаю начать резать тоже, да? Ты уже начала? Я уже начала. Я начала, слушай, с картошки. Честно говоря, когда смотрела рецепты, их, оказывается, великое множество. А я поняла, что я всегда готовлю практически без рецепта, то есть у меня порядок произвольный, я даже не знаю, как должно быть. И тут я решила подготовиться и решила прочитать именно классический. Да, и прочитать именно классический рецепт. Я была очень удивлена, потому что в классическом рецепте вообще все начиналось с селедки. А селедка у меня это ассоциация, да, такая ассоциация с селедкой под шубой. Я, конечно, не стала ее, сюда добавлять. Просто потому, что, во-первых, не очень люблю с ней возиться, а я такой ленивый человек, мне надо, чтобы все было просто, быстро и вкусно при этом. Вот. Ну и думаю, что, и мои домашние тоже, думаю, оценят, что будет обычная рыбка из консервы, потому что селедка у всех ассоциируется именно с другим блюдом. Вот. Всегда каждый Новый год пытаюсь приготовить что-нибудь нетрадиционное, провожу домашнее голосование и каждый раз получаю ответ. Значит, ведро, пожалуйста, оливье, тарелку селедки под шубой, а дальше что хочешь. Ну, соответственно, понимаешь, когда ты настрогаешь ведро оливье и селедки сделаешь, ты уже думаешь, да и ладно, и в принципе больше ничего не нужно. Слушай, да у вас демократия там голосует? Ну, да, типа того, да, ну это, конечно... Каждый год я теплю себя надеждой, что в этом году будет по-другому, но нет. Иногда меня, конечно, хватает еще на какой-нибудь салатик, но еще же бутерброды с икрой. Как у вас, кстати, обстоит вообще, что традиционно ты читала или, уже справляла, да, традиционно на столе, помимо, вообще, какие блюда обычно у вас? Так, сильно тебе не хватает русского, то есть разнится сильно с русским Новым годом? Ну, вообще, да. Ну, кстати, даже можно начать с того, что Новый год от русского Нового года отличается тем, что основной праздник здесь Рождество, и мы уже отметили его 25 декабря. И, то есть все основные вот эти вот готовка, да, если что-то люди готовят, это все происходит на Рождество. А обычно, тоже бывают какие-нибудь салатики готовят, но они, как правило, более такие, не знаю, просто овощные, например, салаты. Чаще всего это какое-нибудь барбекю. Люди жарят там мясо, сосиски на гриле. Барбекю, причем оно же на газу. Вот. Все равно, в принципе, похожая черта, да, что мы любим шашлык, а не вот барбекю.
Вот такие всякие штуки. Ну, конечно же, люди там выпивают. Ну, какие-нибудь закуски, может быть, что-нибудь там в тарталетки положат. Или какие-нибудь спрингроллы могут быть. Ну, тут кто во что горазд. В этот, честно сказать, мы с подружкой перед Рождеством готовили селедку под шубой. Поэтому... Подружка русская или подружка местная? Подружка русская. Русская. Мы как раз с ней тоже читали и смотрели, с какого слоя следует начать. Ну, там начали с селедки, а закончили яйцами сверху. Поэтому у нас были еще остатки этого салата селедки под шубой на Рождество. И, собственно, были еще остатки селедки, которые мы уже просто так ели кусками, закусывая. Не пропадать же добро. Да, в принципе, действительно, можно и без салата, да? Ну, а местные, именно местные, есть такое, что вообще нету ничего традиционного, что вот каждый Новый год, вот знаешь, там, День Благодарения, утка, например, да, там, вот именно что тебе больше всего запомнилось, что без чего стол ты не представляешь? Или все-таки вот прям кто, как ты говоришь, что во что гораздо? Так, сейчас я вот немного... Ты меня прям загнала я думаю. Я думаю, что все-таки это вот все виды жареного барбекю. Ну, то есть там какое-нибудь мясо, как правило. Австралийцы вообще очень любят мясо, там какие-нибудь жареные котлеты или жареные сосиски. Вот. И такое может там во всякие бургеры пойти, или просто, или еще жареные овощи. Вот. А из такого прям традиционного что-то я не могу даже ничего придумать. Может, ребята, если кто-то знает, пишите в комментариях. Я тут позорюсь, не знаю, национальные австралийские блюда. Да, напишите, пожалуйста, я замучила. Я хотела еще интересно, знаешь что? Хотела тебе предложить, когда ты, ну как сказать, что ты будешь готовить, я думаю, салатик тебе предложить с кенгуру. Но на самом деле мне дико жалко кенгуру, конечно. Но ты говоришь, что это местные курочки. Я еще не отошла от твоего борща из кенгуру, который ты выставлял в одном в своем блоге, да? У меня, честно, шок. Да. Но к этому привыкаешь через пару лет. Ну да, ну то есть в смысле у тебя кенгуру обычно в рационе есть, да? Это, ну, такое регулярное блюдо, которое бывает. Или как это все выглядит? С кенгуру такая штука. Оно не то чтобы прям вот регулярное, но где-то раз, может, 2 месяца мы его едим, потому что само мясо кенгуриное, оно, по-моему, даже чуть дешевле говядины. Оно полезное, оно вкусное. И я не вижу причин, почему я не могу использовать его для борща, собственно. Ну, да, наверное, логично, да, как ты так сказала, прикольно, как курица у нас. Да, их много, они считаются вредителями. Мне, конечно, тоже их очень жалко, но вкусные, заразы. Так, мне тут подсказали, что, оказывается, есть традиционное блюдо, но оно не совсем блюдо, это даже больше десерт. И я не знаю, если те, кто не в курсе, сейчас очень удивятся. Знаете, как называется традиционный национальный австралийский десерт? Павлова. Так это ж в честь меня! Это очень приятно. Прям я стала любить австралийцев еще больше, понимаешь? Я прониклась. Они ставят ударение на вторую, получается, на второй слог, да, Павлова. Но это десерт, который мы думаем все-таки, да? То есть это меренга. Это вот меренга, да. У десерта у него есть два интересных факта. Во-первых, он из Новой Зеландии, но австралийцы так его любят, что они присвоили его, себе. И они его готовят и считается национальным. Во-вторых, что он был приготовлен в честь русской балерины. И вот с тех пор прижился. И вот да, это меренга, это прямо такое... Очень много часто я где вижу, можно купить готовый, кто-то, знаешь, типа полуфабрикатом покупает коржи, потом остальное доделывает, вот. Это то, что приходит в голову из национальных десертов. Блин, это потрясающе, прикольно. У меня почему-то ощущение, что у меня мало морковки, хотя в рецепте было написано 1 морковка, 2 огурца. У меня 1 огурец, 3 морковки. Огурец уже заполонил собой все, а морковка как-то ее мало. Но я не сварила больше. Ну, будем считать, что не главный ингредиент. У меня есть, кстати, лишнее, могу тебе поделиться. Пожалуйста. Да. А еще у меня, вместо консервированного горошка, потому что не было в магазине, у меня горошек, который такой замороженный, я его сварила, остудила и надеюсь, что это сработает.
Это очень вкусно. Слушай, очень вкусно. Недавно пробовала в какой-то кафешке, как раз замороженным. Я была удивлена, потому что в России дефицита консервированного горошка не наблюдается. Ты знаешь, есть выбор широкий, и все, что хочешь, как говорится, любой фирмой и объема. И мне понравилось, и это вкусно, и он такой, как бы, более яркий, более сочный, интересный. Ну да, почти Вот. что как Так свежий. что, мне кажется, да, почти, ключевое слово. Я вот как раз, кстати, его сейчас пробую. Нормально. Ну-ка. Нормально. У меня тут уже 2 слоя, смотри. Ух ты. Это картошечка, да, морковка, майонез. Морковка, а ты морковку терла или резала? Я все терла, я все люблю на мелкой терке. Не знаю почему, потому что есть кто-то режет мелкими кубиками, знаешь, ну опять же я смотрела рецепты, кто-то еще как-то делает. Мне вот понравился этот вариант, ну в смысле я всегда его готовлю на мелкой терке. Сейчас буду резать лук, и лук, ты знаешь, нужно хорошо бы его обдать кипятком. Есть вариант, и вкуснее будет, наверное, с красным луком, но красного у меня нет, поэтому я взяла обычный белый. И я сейчас его залью кипяточком. Чтобы он был Да, сладкий, обязательно, да? потому что, да, чтобы вот эта горечь ушла, сочность останется, вот этот приятный привкус луковый, да, а при этом, ну, горечи не будет, и он не будет, ну, оттенять на себя вот вкус всего салата, будет вот это что-то, все вместе, знаешь, вот. Я очень, кстати, люблю мимозу, наверное, один из моих таких любимых салатов, но у меня нет ассоциации с Новым годом, честно говоря, я его готовлю просто периодически. Я, кстати, тоже люблю, но я 100 лет не пробовала мимозу. Да? Надо как-то обменяться. Ну, это, видишь, это надо как-то... Да, точно. Я просто вот оливье ем раз в год. Ну, на Новый год, да? Да, я его... Ну, нет, не раз в год, конечно, ладно. Я ем в основном Новый год, и после Нового года как-то очень долго не хочется. По крайней мере, месяца 3 точно. Я не могу на него смотреть. Это передоз оливье получается. Сначала его надо сделать, а потом уже есть еще. И как бы, да, я понимаю. Слушай, а вот я помню еще там со школы, Катя, кстати, все время делала салат, который называется «Зимний». Наша общая подруга. И я вот сейчас не могу вспомнить, что за зимний салат и в чем разница с оливье. Или там нет никакой разницы? Ты знаешь, для меня всегда это загадка, но, по-моему, основная разница в огурцах. То есть, у тебя сейчас огурцы же есть? У меня есть и свежие, и маринованные по рецепту были. И те, и те. А, да? Ну, это вот какой-то микс. По-моему, потому что как раз оливье готовится с маринованными огурцами, а зимний, да, а зимний с обычными, ну, насколько я помню. И какое-то еще есть отличие, ну, честно. Мне кажется, присутствием и отсутствием морковки, что-то такое. Но я точно не могу сказать. У меня сегодня зимнее оливье по-австралийски. Да, у тебя, да. Ты знаешь, ты же, как сказать, первооткрыватель, можно сказать, в Австралии, и в этом плане ты можешь, мне кажется, а-ля русский или а-ля австралийский, все что, ну да, в том плане именно этого салата, да, то есть ты готовишь, и мне кажется, можно немножко авторства добавить, и будет замечательно, будет как это положено. Я тоже считаю. Поэтому, вот, я залила лучок, не знаю, видно, не видно. Долго надо ему там стоять? Сейчас подождем. Да нет, 5 минут. Я сейчас пока слой рыбки выложу, потом солью водичку и все. И думаю, будет достаточно этого времени. Но на самом деле лук ядреный, мне даже это... Глаза режет. Плачу. Да, немножечко, да. Птичку жалко, как у нас говорят. С тобой так комфортно, уютно готовить. Ты прямо так умиротворенно рассказываешь. И очень чувствуется большой опыт. Мне нравится. Мне кажется, надо почаще так собираться. Мне вообще понравилась эта идея, да, сама по себе, такого не хватает, когда, да, ты жила в России, да, вот этих девичников наших. Да. Я тут вспоминала, мы, конечно, традиционно смотрели «Сумерки», можешь попробовать посмотреть вместе. Я недавно смотрела «Сумерки» и вспоминала, я как раз недавно пересмотрела все 5 серий. Ты смотрела без меня. Да, это мое, это guilty pleasure, я понимаю, что там много курьезных, каких, не знаю, кринжовых моментов, но мне все равно нравится, отстаньте. Это, понимаешь, это уже какая-то традиция, это уже тебя как какой-то маяк или что, возвращает вот эти эмоции положительные, да? Да, как мы вместе это смотрели. Действительно
Да, я прям обожаю. Я вот тоже хочу посмотреть. Я думаю, что на праздники я это сделаю, посмотрю тоже все части. Вот. И буду вспоминать о тебе. Думаю, что это неизбежно. Моя история с «Сумерками»-то как началась? Я же вообще не в курсе была, что это такое. И Оля говорит мне как-то раз: а пойдем в кино. Вышла вторая часть последнего вот этого «Рассвета», или «Рассвет», да? И я такая: а что были еще до этого, там сколько-то фильмов? И вот, и мы решили перед тем, как пойти смотреть кино, надо посмотреть все предыдущие части. И уже в кино мы потом пошли. В общем, я уже была во всеоружии, я уже знала, куда я иду. Ты уже была готова? Да, я уже была готова, уже была вовлечена в процесс, в сюжет. В общем, классное было время. Ты куда ушла? Слушай, я ушла, да, споласкивать вилки. На самом деле я хочу слить, у меня раковина далеко очень, я хочу слить водичку и вернусь буквально секунду. Хорошо. У тебя на каком этапе? Что ты режешь сейчас? Так, я порезала морковку, я порезала огурцы маринованные и обычные, яйцо порезала. Получается, мне остается только авокадо и лосось, а потом сделать заправку и все это перемешать. Честно, вот ты мне говоришь про авокадо, я не могу представить авокадо в оливье. То есть у меня... Ой, классно! У меня высыпалось яйцо на клавиатуру. Выглядит красиво, очень, очень аппетитно. Вот, ты уже ела в таком варианте с авокадо? Нет, не ела, я только нашла и думаю, как раз вот надо попробовать. Поэтому нет, это мой первый раз будет. Но я думаю, что эти все ингредиенты, они сами по себе уже вкусны. Что там, ничем не испортишь уже как бы. Как это, русская, да, поговорка: кашу маслом не испортишь. Не испортишь, да. Вот, кстати, про русские поговорки. Что вы планируете на Новый год? Про традиции, про какие-то посиделки семейные? Да, хороший вопрос. У нас на самом деле не всегда связано с Новым годом, но есть такая традиция чисто семейная. Фанта называется. Как, знаешь, вот есть... грубо говоря, тайный Санта, да, вот, но это все знают, я думаю, тайный Санта. А здесь принцип такой же, но только вот, например, я покупаю кучу миленьких подарков, таких небольших, заворачиваю их в кулечки, да, и у нас это называется фанта или обрезалки. И это выглядит очень прикольно, когда семьей, там, папе, да, моему серьезному дяде, там, завязывают глаза, и он с ножницами, там, кручу-верчу, да, запутать хочу, и он с ножницами обрезает этот подарочек, ну, и что достается, то достается, то есть там как бы у всех как повезет. И это, слушай, так весело, и время, да, летит. Вот мы когда в ожидании, например, там, Нового года встречаемся обязательно и несколько часов во что-то играем, кушаем, да, обмениваемся подарками, прячем прям под елку. Для каждого члена семьи каждый что-то готовит. Мы это все прячем под елку, либо на елку, то есть нужно прямо как бы спрятать. И потом, ну, человек уходит в другую комнату, приходит, и он ищет свои подарки. И это смешно, весело, и, ну, так очень позитивно. Ну, это круто. Все этого как бы, ну, даже ждешь этого, понимаешь? Вроде как бы уже взрослая девочка, да? Когда подарки вот он ищет? Уже после полуночи или вы в процессе раньше? Нет, мы до полуночи. После полуночи обычно выходим смотреть салют, фейерверк. Кстати, про морковку, помнишь, обещала? На. Давай. Я тут уже рыбу начала есть. Да, молодец. Ты голодная? Кстати, нет, но она такая аппетитная. Ну, выглядит и правда аппетитно. Я, понимаю тебя очень. У меня сейчас процесс яичко берем, отделяем белки от желтков, да? Она у тебя вареная или сырое? Вареное яичко. Вот сейчас я как раз отделяю и буду тереть белки, потому что белки идут как бы просто в слои, да, идут, они дают, ну, привкус такой приятный, а желтки, они очень яркие и красивые, и они идут как украшение стола. И мимоза, кстати, называется в честь одноименного цветка, то есть это еще из СССР появилось название в 70-м году в честь вот мимозы как раз, потому что выглядит очень нежно, как цветочек. А еще и вкусно, ну это просто идеальное сочетание. Ты очень аппетитно рассказываешь, поэтому я облизываю пальцы, стою. Я смотрю,
Да, мне кажется, у тебя там очень вкусно всё. Они у меня в И рыбе мне- просто. А ты рыбу уже положила, да? Слой уже выложила? Рыбу я уже, да, я вот уже положила после морковки рыбку, лучок пассерованный, ну, как это, не пассерованный, а кипятком его обдала, да, и майонез. Сейчас вот тру белки, у меня следующий слой будет белков, потом сыр, и, в принципе, все. Дальше желток и украшения, по желанию. Можно что угодно сверху, там, зеленушку какую-нибудь. Ну, Кстати, да. кому что нравится. У меня на салате было написано, в рецепте было написано, что тоже можно украсить красной икрой по желанию и укропом. Честно говоря, у меня ни красной икры, ни укропа сегодня нет, поэтому будем просто соусом украшать, видимо, дрессингом. Да, слушай, мне кажется, он такой красивый, что можно даже не украшать. Он и так все очень аппетитно и однозначно. Не факт, что он даже до вечера доживет, да? Не, Потому вообще не факт. Ну вот, смотри, вот это уже с рыбой. Сейчас остался Обалденно, авокадо, да. и все перемешать, и все. Ну и сделать заправку. А ты отделяешь яйца, А да? заправку ты с чем делаешь? Я уже яйца, да, у меня тут только яйца и сыр остались, все. Ты быстра. У тебя много слоев. Все надо красивенько выложить. А заправка Да, будет да. из греческого йогурта, горчицы, лимонного сока. У меня сок лайма будет. И соль, перец. Соль, перец по вкусу, ну и все. Слушай, ну это очень вкусно. Ну вот это вообще не традиционно. Ну И да, это поэтому... звучит просто обалденно. Поэтому, да, я не совсем претендую на традицию, тем более не сказать, что я прям сильно много оливье в своей жизни сделала. Я путаюсь, как раз смотрю ингредиенты в интернете. У нас, мне кажется, было больше популярно там крабовый салат, что еще? Даже шубы в моей жизни так много не было. Вот что-то еще какой-то был салат, а я сейчас даже и не могу вспомнить. Ну, слушай, шуба очень специфичная. Я, например, тоже ее, ну, много ее не съешь. И среди года, вот я в Новый год действительно ем, а среди года никогда. Если оливье еще могу, то здесь нет. А как у вас, вот сейчас у вас с Дэном, какие обычно, ну, традиции именно вот в Рождество? То есть вы что-то, не знаю, подарочками обмениваетесь, да? Там салют пускаете. Что-то есть такое? Кстати, про салюты интересная штука. Ты не можешь просто так прийти и купить фейерверк в магазине. Салют. По-моему, если я не ошибаюсь, насколько я исследовала этот вопрос, мне хотелось фейерверка в моей жизни. Ну, можно кого-то пригласить, кто тебе придет, этот фейерверк устроит. Вот. Ну, видимо, там по пожарным. Чтобы было безопасно, да? Да. Может быть, в этом есть смысл, С одной потому что мы стороны, знаем, сколько людей да. как бы увечится от всего этого Может дела. быть. Это правда разумно, да, в каком-то плане, потому что вспомни, да, петарды в детстве, которые все пуляли, там, кто, я думаю, что немало было травм, так что имеет смысл. У нас, кстати, тоже запретили в этом году, но у нас, по-моему, просто штрафы. То есть специальных организаций, кто пускает, наверняка они есть, если крупные, да, какие-то там салюты. Ну а домой, как бы, вроде как это дорого считается. Да. Все еще продают, но запускать во дворе нельзя. И какие-то большие штрафы, в общем. Но салют лежит, я не знаю. Пойдем в лес, возможно. Конечно, где-нибудь все равно. Русский человек всегда найдет, где салют запустить. Да. Правила как бы существуют, чтобы их нарушать, да. Русские славятся этим, я думаю. Ну, а что сказать про традиции, про Рождество ты спросила? Вообще, да. Получается, ну, не то, что мы прям их все чтим, но я, наверное, расскажу просто, как это принято. В общем, накануне Рождества, получается, с 24 на 25 в ночь, ну и вечером, да, вечер называется Christmas Eve, и обычно люди либо идут куда-то там с друзьями, отмечают где-нибудь, ну потому что к этому моменту уже тоже проходят всякие корпоративы, то есть люди уже в таком, в режиме отдыха, как правило, уже в это время никто не работает, и уже не первый день что-нибудь отмечают, вот, и получается, ну, как правило, это можно куда-нибудь сходить с друзьями, отметить наступающее Рождество. Кстати, еще, например, если это более старшее поколение, ну, более религиозные, может быть, люди, есть такая штука, как carols by candlelight. В общем, это песни при свечах. Знаешь, как вот в кино показывают иногда, здесь можно встретить там
торговых центрах. Хорошо. Да, ну то есть люди собираются, поют рождественские песни. Вот такое есть. Это... Блин, это классно. Ну да, это такая прям Это интересно. милая, теплая такая традиция. Вот. А на следующий день он уже достаточно такой семейный считается. Ну, если у тебя там, например, ну не семья, ты там с друзьями собираешься, да, открываешь подарки с утра, они там могут быть под елочкой или в носочек положены, ну вот как этот рождественский Санта-Клаусовский. Да. И получается, ну кто-то может сходить в церковь, потому что я знаю, проходят службы в этот день утром, по-моему. Ну, здесь я могу врать, да, мы не ходили. Вот. Ну и, как правило, потом все сводится к тому, посиделки за столом, вот эти всякие, то есть это достаточно большой такой пир, со всякой едой, в хорошей, теплой компании. Как правило, это, ну да, посиделки с семьей. Вот, и все там тоже обмениваются подарками, если еще до этого не успели. Ну вот интересно, что подарки с утра как-то, как правило, такой момент отличия. Ну, как отличие? У нас, например, от Деда Мороза тоже с утра. Ну, то есть у меня ребенку 8 лет, да, и он, ну, Ярику. И он верит в Деда Мороза, и он с утра бежит первым делом, он не может дождаться, то есть он ложится спать, да, с утра, ну, с утра ночью Деда Мороз. Ну, первого, да? Получается, первого, да. Получается, 1 числа, и он бежит, еще только проснулся, уже бежит под елку смотреть подарки от Деда Мороза. То есть вот тут тоже совпадает. Я вот верила в Деда Мороза, и, но подарки у меня были после полуночи. Хотя один раз, я помню, папа установил елку ночью. Он ее принес откуда-то, установил, пока я спала, я проснулась, у меня была елка к окну приделанная, такая большая. Это классно! Это, ты понимаешь, это и такое яркое впечатление, то есть тебе так понравилось, что до сих пор ты это помнишь, да, такой момент в подробностях. До какого возраста ты верила в Деда Мороза? Помнишь? Слушай, я вот этот момент не помню прям, как я перестала верить. Я не знаю, у меня не было какого-то такого большого разочарования, но я точно помню, что 2 раза, когда я в него верила, 2, просто это были такие моменты, ну мне там было где-то, может быть, 5, потом вот я помню, где-то уже постарше была, может быть, тоже 7-8 лет, и я прямо, мы сидели просто в кругу семьи, а Дед Мороз там как-то стучался или скрипел форточкой, я считала, что это невозможно сфальсифицировать, и что, в общем... Ага, ну логично, да. Видимо, тогда я уже сомневалась как-то немного. Вот, ну а потом, может быть, от меня перестали скрывать, я вот не помню. А ты? Я, честно говоря, не помню. Мне такое ощущение, что я в него и не верила. Хотя это как бы странно, мне кажется, все дети в него верят. А сейчас, понимаешь, современные дети с технологиями, да, современным интернетом и так далее, очень интересно и странно, что они верят до какого-то возраста. И меня, честно, это очень радует. Я считаю, что это классно, вот эта вот сказка, да, потому что хочется верить в сказки, да, хочется верить в кого-то большого, доброго, и вообще, откуда мы знаем, может, он существует? Может, это где-нибудь в Лапландии. Только Дед Мороз — это вы каждый год. Да. Ну, в общем... Я согласна, конечно, я считаю, вот это волшебство, ожидание волшебства, оно меня до сих пор не покидает. Правда, иногда подводит уже. То есть есть такой момент, да? Мне всегда, я как-то в себе, мне кажется, искусственно где-то это поддерживаю. И вот смотришь на мишуру, там, на гирлянды, как украшает город, и уже настроение как бы поднимается. Мы вот до последнего такие елку ставить, не ставить, живую, искусственную. И я купила эту елку искусственную, поставила, и так настроение сразу поднялось. Сразу думаешь, ну вот он, Новый год, праздник, отдых. Да. Мой салат готов. Могу показать? Так, показывай. Вот такой вот красивущий. Вот он слоями так лежит. Я люблю делать конкретно в этой тарелке. Да, потому что она прозрачная, она прикольная, ну и красивенькая это все, и можно хорошо подавать, то есть как бы порционно. Хотя можно и, в принципе, ну, в любом удобном блюде. Очень круто выглядит. Ты его потом подсними еще, пожалуйста, чтобы мы приложили там сверху. Обязательно. Хорошо, да. Будет сделано. Мой почти готов. Сейчас я сделаю заправку и все. Тут надо горчицу.
Сейчас, секундочку. Расскажи, что ты делаешь после того, как салат готов? Да, салат готов, и так как он относится к салатику, который слоями, да, я закрываю вот так вот пленочкой, ставлю буквально там на 2-3 часа в холодильник, либо на ночь, да, чтобы там на завтра мероприятие и так много готовить, но некоторые салатики можно приготовить с вечера, это очень удобно. И он напитается и станет еще насыщеннее, вкуснее, ну и приятнее. Ты, кстати, спрашивала о традициях, я знаю, что вспомнила, пока ты заканчиваешь, могу рассказать. Каждый год, и в том году мы рисовали с сыном, но у нас с сыном есть свои традиции, что-то делать руками и дарить это людям. Ну, как бы я там клиентам, друзьям, ну, как по настроению, конечно, там иногда это получается совсем что-то очень детское, но тем не менее милое. В этом году, вот могу поделиться такими штуками, продаются везде. Мы, короче, сделали, вот это рисовал мой сын, вот. Это капибара. Ой. Да, то есть спил дерево, да, в виде игрушки. Это так круто. То есть своими руками подарок, и это прикольно, можно использовать, то есть как игрушка на Новый год. Вот, он подарил учительнице своей, я вот еще, в процессе, тут непонятно, что это будет, я и сама не знаю, что это будет пока. В общем, мы берем и акрилом Просто рисуем. обычной краской, да, разрисовываешь? Просто краской, просто акрилом, причем, что можно где-то в интернете подглядеть какие-то идеи, можно просто там из головы. Вот, и это, как хендмейд такой, домашний, прикольно, вот. Так что тоже... Так здорово. А вот эти елочки, которые у тебя висят, вы тоже сами делаете? Что висят? Елочки? Нет. Вот эти елочки я купила, они потрясающие, правда? Они такие, как из мешковины, да. И при этом очень милые, очень такие уютные. Вообще, я даже не подумала бы раньше, как простые вещи создают уют. То есть не большие, не какие-то затратные, при этом настолько, поднимать настроение и создает вот эту праздничную атмосферу. Не, очень красиво, очень атмосферно. Я закончила, кстати, с салатом. Показывай. Вот. У меня вот такой тазик получился, вот. Вот сюда я сейчас покажу. Выглядит красиво. Я думаю, что он тоже, наверное, немножко постоит. Просто пока мы заканчиваем видео, но вряд ли он будет долго стоять. Я тоже думаю, что жить ему недолго, потому что это вкусно звучит. Последую твоему примеру, его сейчас уберу. Надо будет еще нам потом снять, показать салатики. Но я его пока уберу в холодильник. И... Слушай, это круто, мне очень понравилось. Мне тоже, но я переволновалась. Я сама тоже волновалась, но у меня вот ощущение, что мы действительно, как будто сегодня Новый год, но он действительно уже скоро, и я планирую успеть это видео все-таки выложить именно в Новый год, чтобы резать салатики всем вместе. И вот и у меня сейчас было ощущение, как будто мы просто вместе что-то готовим. Очень мне понравилось. Спасибо большое за приглашение. Для меня это первый опыт, и я надеюсь, не последний. Может быть, это станет тоже нашей маленькой традицией. Традиции новогодние, да, что? Спасибо мы тебе же традиции, в принципе, мы же традиции сами создаем, да? Кто сказал? Однозначно. Кто сказал, что надо какому-то стандарту соответствовать? Согласна. Все, спасибо тебе большое. Да, спасибо вам за то, что смотрели, и надеюсь, что вам понравилось такое непринужденное видео, где две страны сегодня соединились воедино и готовились к Новому году. С наступающим Новым годом! Я хочу поздравить еще всех и пожелать всего только самого лучшего в наступающем году. Главное – здоровье. Что еще можно добавить? Здоровье самое главное и вообще просто счастье. Я всегда говорю, наслаждаться просто каждым днем, наслаждаться каждым мгновением. И это надо учиться, как вот ты сказала, иногда нет вот этого настроения. Мы же сами его себе создаем. Надо учиться вот эту детскость в себе как-то поддерживать, любопытство и так далее. Да, я согласна. Мы создаем настроение и чудеса наши создаем сами. Ребят, спасибо вам большое за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось, и до встречи в следующем году.